Всем привет! Добро пожаловать на канал по тематике Stickman Archer. Запись недавних боев. Открою сначала коробочку. Вот неплохая бомба. Деталька. 2 карты электрической стрелы. Как всегда 3 алмазика. Ну и остального по мелочи. Мне еще до 8 уровня слишком далеко. Пользуюсь, конечно, предложением за рекламку. Одну карту лазерной стрелы забираю и так. Меняю стрелы и в бой. В бой с контроля у нас ледяная стрела. Остальное идет по стандарту. Итак. Немец против нас. Возможно, и нет. Вспомним 41-й. Так, ходит соперник. По здоровью и броне у нас одно и то же. Целится, стреляет. Щит. Ветер у меня немножко встречный. Оцениваю ситуацию, целимся. Неплохо, так 93 по ногам. Для второго выстрела у соперника условия абсолютно такие же. Целится немного по другой траектории, сразу видно. Хотел попасть в голову, но немножко низко. Щита нет, не так много урона по здоровью прошло. Я же работаю по той же траектории при тех же условиях, но почему-то стрела пошла выше и попала в щит. Лазерной стрелой пытается пробить соперник третий удар. Мимо. Утки мешают мне прицелиться как следует. Мимо. Не рассчитал ветер, но да ладно. У меня запас здоровья еще есть. Лазерная стрела, попытка 2. Также мимо уходит туда же в молоко. Голуби на стороне соперника 22 КП. Забрали. Так, пытаюсь скорректировать согласно ветра и прошлого выстрела. Минус щит, минус 57 здоровья. Соперник для меня ваншот. Любой стрелой забираю. Ай, сейчас похлопать. Было немного неприятно. Привет. Ты рад, наверное? Ну да ладно, использую самую обычную стрелу в область сердца, чтоб наверняка. До свидания. Переходим с вами к следующему бою. Получили награду за бой. Переходим к следующему. Итак, следующий соперник туркмен. Стрелы немного, некоторые выше уровня. Так, мой первый бой по традиции бомба. Стараюсь попасть в голову, но не получается. Щит практически вынесен у соперника. Так, соперник что использует? Соперник у нас использует стрелу контроля ветра. Камни у нас вылетают часто. При электро можно ошибиться. Лазерной стрелой добиваю ему окончательно щит и минус 66 здоровья. Бомбой больше не вынести. Также использует также использует лазерную стрелу соперник. По ХП примерно одинаково. Болт 220. Главное действовать быстро. Минус 93 бомбы. Ваншотный соперник.
Для меня он уже интереса не представляет, ничего против меня сделать не сможет. Если я, конечно, не ошибусь. Интересно. Здесь я немножко опешил. 72 нет. А возможности на ошибку. Ну и чтоб наверняка ударяем его в грязь лицом. Следующий. Используя двойную стрелу. Забираем награду. И без промедления в следующий бой. На прикид мой не обращайте внимания, я периодически меняю, делаю какую-то дичь. При серии поражений, которые иной раз наклевываются, почему-то помогает. Также мой первый ход. Ветер встречный почти максимальный, дистанция чуть выше средней. Использую лазерную в ноги. 66. Пойдет. Соперник также использует стрелу контроля, как и предыдущий. Попадание есть. Сейчас будет сложновато, конечно, правда, прокидывать стрелы между преградами. И, соответственно, промахиваюсь. Соперник меня благодарит, но что он творит дальше, что за дичь, я так и не понял. Не воспользовался ситуацией. Мы же пробуем добить ему щит, попадает в ноги, я даже рад. Соперник для нас на один выстрел. Я же еще могу перенести 2, а то и 3. Использую также бомбу, но к моему... В общем, попадает в щит. К моей радости и к его разочарованию. Копье, чтобы наверняка. Соперник повержен, переходим к следующему. Долго не томим вас. Бои, напоминаю, сыграны подряд. В конце добавил несколько боев, так как у меня было задание попасть в голову соперника, если я не ошибаюсь, 12 раз. Там использовал чисто обычную стрелу, либо обычной стрелой 12 раз. Самая моя нелюбимая карта с толстыми мухами, которые липнут на траекторию стрелы, как сами знаете, что и куда. Прицелился противник обычной стрелой, нанес у ноги урон, у меня выстрел не проходит. Пытается противник поднять мух, не выходит, самое жирное тормозит эту гирю. Так, также пытаюсь копьем, недолет при встречном ветре, надо было кидать верхом, этот бой для меня был неудачный, очень я за несколько секунд этого боя пожалел, что не кидал верхом, но у соперника более выгодные условия, более выгодный попутный ветер. И мухи не так липнут на лобовое стекло. Также не проходит у меня выстрел. Сопернику сигнализирую закончить уже этот бой. Поскорее не медлить. И опять встречный максимальный. Использую только копье. Двойную стрелу использую, но встречный ветер. Останавливает их гораздо раньше. Не рассчитал.
Ну и здесь любой стрелой даже не попав физически. Проигрыш. Ну, проигрыш вам тоже нужно показывать. Бывает и черная полоса в боях. Не все подряд. Кстати, самая большая серия побед, которую я играл, это я также играл ночью. 2 часа. 2 часа, но запись у меня, к сожалению, не сохранилась. 2 часа без единого поражения. Драконс. Драконс у нас в соперниках, в маске. Корона, но короны не видно. Ладно. Так, ход соперника. Ход соперника. Ай, целился в голову, но дистанция не такая дальняя и ветер. Ветра не было. Так, я же прокидываю, без разницы куда, попадаю в щит, пойдет. У меня в запасе один ход. Один выстрел. Смотри какой. Прокинул в ноги, но с половинчатым уроном, всего 43 хп прошло. Смотрим дальше. Лазерной стрелой пытаюсь добить броню. Перед самым клювом рискую. Не хочу ждать, не хочу, чтобы вы также в ожидании томились. И соперник пытается прям перед клювом показать свое мастерство. Без попадания, но электрошок сработал нормально. Стрелой контроля, понимаю, что я могу тут немножко напортачить. Заморозочка не помешает охладить его пыл. Очень тяжело при большой стае и при разбросе. Злится соперник, не ожидал он подобного. И бомбу добиваем его. Сыгранных я практически остался цел. Получаем награду и мчимся в следующий бой. Созрела коробочка, давайте откроем. 3 лазерные карты, 3 кристалла. Ну и дальше мне очень далеко до уровня, я даже не обращаю уже и внимания, просто собираю. Здесь все открыто. Все, посмотрим на рекламку. Переходим в следующий бой. Ждем подбора соперников. В позднее время соперники, кстати, могут подбираться до 30-40 секунд, было и такое. Мой ход. Соперник равносильный. Ветер попутный. Пытаюсь прокинуть лазерной стрелой. Получается. Сопернику нанесен урон. Верхом кидает. Верхом, но мимо. Сильно кинул. Да, дуга. Также пытаюсь прокинуть лазерный. Смотрю, но ветра нет, только лазерный. Чтобы и щит немножко снять. В притирочку подкидываю. Хотя можно было и не рисковать. Благодаря в восторге соперник. Говорю обязательно спасибо. Проходит бомба. Но отрыв у меня уже большой. Без ошибок соперник меня не догнал. Думаю, что придумать. Но думаю, закончить поскорее. Копье минус 65, и соперник остается на 1 выстрел. Что же придумаю?
огненной стрелой опять в молоко. Так, ветер встречный. Попытаюсь тут пробить кластерной стрелой. Если бы не птица, возможно, вторая бы залетела. Ладно, затянул немножко время. Это кидал для себя. Хедшот. Хедшот. Электрической стрелой от соперника. Неплохое попадание. Так, ну и хватит тянуть кота за усы. При отсутствии ветра, думал я, но немножко высоковато закинул и прилипла. Стрела копье прилипла к квадратной морде. Кластерный не проходит. Не так траектория, не так. Кластерная стрела раньше не недооценивалась, сейчас прям иной раз неплохо получается. Соперника за неплохую игру. Забираем награды и переходим к поиску следующего соперника. Кстати, практически 70 миллионов золота. Только куда его тратить, я не пойму. Если вы знаете, ответьте, пожалуйста, в комментариях, куда тратить золото. 70 миллионов, но на тот момент, когда записывались бои. На данный момент у меня в районе 85 уже миллионов. Итак, следующий ход. Джулиус. Не в полной мере владеет он гири. Вот этот бой, про который, это первый, про который я говорил, где я буду использовать одну единственную обычную стрелу. Против соперника первый ход. Хедшот. Копье соперника пролетает мимо. Так, меняются преграды, оцениваем, ветра нет, полный штиль. И пятку. Неплохо, урон нанесен. Вторая попытка использовать гири. Также в молоко, ложится за спину. Работаем обычно, ветер встречный. Немножко увеличиваем траекторию, и это немножко оказалось слишком много для данной ситуации. Соперник удивлен, использует лазерную стрелу в молоко. Все ложится за спину, очень сильно бьет и метается. Сносим яблочко. Немножко подлунился я здесь на соперника. Немножко его подразнил. Себе в удовольствие. Так, небольшой встречный. Хедшот. Неплохо. Переносится. Подкорректируем. Использует соперник копье при встречном ветре, опять ложится за спину. Плохо рассчитывает траекторию стрелы и знание полета стрелы. Еще один хедшот обычной стрелой. 28 хп. Также приходится в переносицу. Можно идти в хирургию. Щит 71 кактусом, неплохо, но без шансов в дальнейшем. Тут я опять целюсь. Яблочко. Неплохо. Почему бы и нет? Тут немного я его раздевал. Хедшот копьем. Не меняю стрелу.
Взялся. Иди до конца. Корректирую. Яблочко. Я бы очень злился от такого соперника, как я. Особенно в те моменты, когда вот подобные выстрелы не проходят и не получаются. Ну, я думаю, пора заканчивать. Еще один хэт в макушку. Яблоко сбито, соперник повержен. Неплохо. Забираем награду. Вот, кстати, 70 миллионов голды как раз после этого боя ровно. Так, следующий бой я записывал не с самого начала. Сейчас вы увидите, сколько у соперника стрел в голове. Уже 3. Также играю только обычной стрелой. Первое попадание от соперника. Тогда, когда у меня уже готово 4. Жду момента. И еще один хэт. Шляпная. Нет, не так. Шляпа из стрел. Так, немножко стараюсь пониже, чтобы попал в щит. Так как использование у меня, по-моему, 12 обычных стрел можно использовать. Тяну время. Не проходит выстрел. Не проходит. Не нужно здесь торопиться. И добиваю. Также неплохо сыграно. Забираем награду. Ну а следующий, по-моему, у нас будет... Так, посмотрим, какие задания у меня остались. Гирю и копье я уже прошел. Осталось мне что? Базовую стрелу 8 раз. Юля, кстати, неплохой соперник. Почему я ее сюда и включил в нарезочку. Играли прямо на равных, мне понравилось. Использовала она первым выстрелом стрелу бомба, но, к сожалению, мимо. При встречном ветре боюсь использовать на такой дистанции бомбу, поэтому закидываю лазерная. Лазерная проходит, как всегда, без осечек. Еще одна бомба от Юли. Щит пожирает основной урон. Ветра нет. Выбиваю броню прямо перед клювом. Все проходит, все замечательно. Ход за Юлей. Подстегиваю немножко. Подстегиваю, наверное, даже так нужно сказать. Лазерная стрела заходит. И смотрите, здоровье-то у меня чуть меньше. Перед самым клювом голубя и электро заходит хедшотом. Юлька молодец. Юлька, несмотря на это, справляется неплохо. 54 лайкос. Кстати, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Еще больше видео в недолгом будущем. В скором будущем. Юлька молодец, Юльке лайк. Неплохо сыграно, спасибо. Хотел бы я ее почаще встречать в своих соперниках.